Представьте, что вы садитесь на самолет в Лос-Анджелесе и выходите в Токио, прежде чем ваш кофе даже остынет. Звучит невозможно, больше нет. Новый тип самолета, о котором шепчутся в кругах индустрии и который тестируется за закрытыми ангарами, наконец-то раскрыт. Он не просто быстрее, он радикально отличается. Мы не говорим о минутах, сэкономленных на времени полета. Мы говорим о межконтинентальных путешествиях, сокращенных с полдня до 2 часов. Но вот в чем загвоздка. Вы даже не услышите, как он приближается. Нет громкого взрыва, когда он преодолевает звуковой барьер. В небе почти нет следа. Он обтекаемый, тихий и достаточно быстрый, чтобы размыть границы. Некоторые эксперты называют это концом коммерческого джетлага. Другие говорят, что это может полностью перевернуть все, что мы знаем о географии. Но что действительно делает это пугающим? Это то, чего не хватает в его дизайне. Это не какое-то футуристическое произведение искусства. Это реальный прототип. У самолета нет окон. У него даже нет крыльев в традиционном смысле. Вместо этого он полагается на революционное управление воздушным потоком и ультралегкие материалы, разработанные с помощью военных черных проектов и исследований, финансируемых НАСА. Интерьер с экранами от стены до стены имитирует панорамные виды или показывает успокаивающие визуальные эффекты, чтобы компенсировать головокружительную скорость. А эти крылья, скрытые, сливаются и почти невидимы. Этот самолет использует изменяющиеся формы корпуса и интеллектуальные поверхности полета. Он изгибается под воздухом, а не борется с ним. Результат? Летательный аппарат, который совсем не похож на самолет. Но самая пугающая часть – этот странный дизайн делает его шокирующе быстрым. Он не просто быстрее коммерческих самолетов. Он быстрее, чем большинство военных истребителей. Этот самолет летит со скоростью более 1500 миль в час и может разгоняться еще больше. Для сравнения, это Нью-Йорк до Лондона менее чем за 90 минут. Быстрее, чем когда-либо мечтал Конкорд, и без громового удара, из-за которого Конкорд был запрещен над сушей. Как это возможно? Инженеры разгадали нечто, называемое технологией низкошумного сверхзвукового полета. Проще говоря, она заглушает звуковые ударные волны, которые обычно делают сверхзвуковой полет невыносимым вблизи городов. Теперь вы можете летать быстрее звука, не будя целый город. Но откуда вдруг появилась эта технология? Ответ приводит нас к имени, которое вы определенно слышали раньше. НАСА, часто воспринимаемая как тихий гигант в авиации, работала над чем-то за кулисами. Спрятанные в удаленном объекте, они построили самолет под названием X-59. Но это было только началом. Затем последовало глубокое сотрудничество между космическими инженерами, экспертами по стелс-самолетам и даже голливудскими дизайнерами. Чтобы создать нечто, что было так же красиво, как и невероятно быстро. Правительство не хотело, чтобы люди говорили об этом слишком рано. Слишком много рисков, слишком много денег, слишком много власти в неправильных руках. Но теперь частные компании присоединяются, используя рассекреченные технологии НАСА, чтобы расширить границы возможного. Проблема – некоторые из этих компаний возрождают самолет, который когда-то был запрещен в небе. В начале 2000-х годов «Конкорд» был снят с эксплуатации. Он был громким, дорогим и трагически несовершенным. Но его мечта никогда не умирала. И теперь, с новыми технологиями в руках, гиганты частной авиации вытаскивают эту мечту из могилы. Но не все радуются. Авиарегуляторы нервничают. Пилоты скептичны. Авиакомпании. Некоторые в ужасе. Потому что эти самолеты предлагают не только более быстрое путешествие, они предлагают конкуренцию, которая может сделать целые флоты устаревшими. Внезапно 10-часовой перелет превращается в 2-часовой прыжок. Первый класс теряет смысл, когда все добираются туда в мгновение ока. И это даже не самая дикая часть, потому что один из этих самолетов уже взлетел. Десятилетиями считалось, что сверхзвуковые полеты мертвы. Последний полет «Конкорда» в 2003 году ознаменовал конец эпохи, которая, как многие считали, никогда не вернется. Слишком громкий, слишком дорогой и слишком неэффективный для массовых авиаперевозок. Небо стало тихим, но за этой тишиной несколько визионеров тихо работали над возвращением, которого почти никто не ожидал. В тени Силиконовой долины и глубоко внутри исследовательских лабораторий аэрокосмической отрасли инженеры экспериментировали с более легкими материалами, новыми типами двигателей и системами полета, управляемыми искусственным интеллектом. Они не просто пытались воссоздать «Конкорд», они пытались исправить его самые большие недостатки. Одним из этих недостатков был звуковой удар. Другим был неэффективный расход топлива. А третьим – комфорт пассажиров на сверхзвуковых скоростях. Встречайте Boom Supersonic – стартап с огромным финансированием и еще более амбициозной целью – создать сверхзвуковой самолет, который будет доступным, тихим и готовым к повседневному использованию. Они называют это увертюрой, и это уже не научная фантастика.
Он находится в разработке, и ожидается, что прототип совершит свой первый официальный полет совсем скоро. Но то, что делает Overture особенным, это не только скорость. Это то, что происходит внутри кабины. Шагните в салон Booms Overture, и это не похоже на самолет. Это похоже на футуристический лаунж, созданный для скорости и тишины. Каждое кресло соответствует качеству бизнес-класса. Нет средних мест, панорамные цифровые окна, даже в местах без реального вида. Системы шумоподавления белого шума встроены в каждый подголовник. Герметичная среда, настроенная так, чтобы ощущаться как уютный горный курорт, а не жестяная банка на высоте 45 тысяч футов. Ожидается, что самолет будет лететь на скорости около Маха 1.7. Это почти вдвое быстрее, чем обычный реактивный самолет. Но пассажиры не почувствуют толчков, тряски или шума, обычно сопровождающего преодоление звукового барьера. Самолет использует длинный узкий носовой конус, переработанный фюзеляж, и новые воздухозаборники двигателей, которые уменьшают турбулентное сопротивление. Даже сами двигатели спроектированы без форсажных камер, одного из самых шумных компонентов старых сверхзвуковых самолетов. Это не просто роскошь, это необходимость, потому что когда вы летите со скоростью более 1000 миль в час, даже самая маленькая деталь может казаться преувеличенной. Но то, что происходит за пределами самолета, действительно шокирует людей. Давайте поговорим о перелете из Нью-Йорка в Лондон. Сейчас полет из Нью-Йорка в Лондон занимает около 7 часов. С Overture или его будущими конкурентами этот же полет может занять 90 минут. Это быстрее, чем ежедневная поездка на работу у большинства людей. И дело не только в экономии времени. Речь идет о переписывании часовых поясов. Вы можете вылететь из JFK после ужина и прибыть в Лондон, прежде чем ваши друзья даже лягут спать. Последствия огромны. Деловые поездки, которые раньше занимали неделю, можно будет совершить за один день. Уикенд-поездки в зарубежные страны станут совершенно нормальными. Но вот где начинается безумие. Эта скорость даже не предел. Инженеры считают, что могут разогнать будущие версии до скорости выше Маха 2, возможно, даже до Маха 3, что сократит трансатлантические перелеты до менее чем часа. Это как вернуться в прошлое. Вы можете вылететь из Парижа и приземлиться в Бостоне, прежде чем там взойдет солнце. Но чтобы сделать это безопасно, самолету нужно больше, чем просто двигатели. Ему нужна наука, которая никогда ранее не использовалась в коммерческих полетах. Что приводит нас к самой странной фразе в аэрокосмической инженерии – звуковой шелк. Чтобы эти самолеты могли прорезать воздух, не разрушаясь, инженерам пришлось разработать совершенно новые материалы для обшивки. Звуковой шелк – это не буквальная ткань. Это прозвище для нового поколения композитных материалов обшивки, разработанных быть легкими, гибкими и сверхпрочными. Это не металлы, такие как титан или углеродное волокно. Это гибриды, слои синтетических соединений, переплетенные вместе, чтобы поглощать удары, сопротивляться теплу и гасить вибрации. При полете со скоростью Маха 1.7 или выше, трение воздуха смертельно опасно. Температура на носу самолета может превышать 600 градусов по Фаренгейту. Традиционные материалы для самолетов деформировались, трескались или плавились. Звуковой шелк адаптируется к давлению, изгибаясь с потоком воздуха, а не сопротивляясь ему. И вот в чем загвоздка. Некоторые из используемых материалов изначально были разработаны для космических капсул и стелс-дронов. Вот почему эти самолеты выглядят не просто футуристично. Они заимствуют космические технологии, чтобы летать быстро. Чтобы запустить самолет, нужно топливо, которое никто не применял. Забудьте о реактивном топливе, каким мы его знаем. Следующее поколение сверхзвуковых самолетов будет работать на более чистом и холодном. Компания Boom Supersonic объявила, что Overture будет использовать устойчивое авиационное топливо, или SAF, сделанное из использованного кулинарного масла, растительных отходов и даже водорослей. Но дело не только в экологичности. Это новое топливо горит при более низкой температуре, снижая нагрузку на двигатель и улучшая эффективность сгорания. Вот что поражает. SAF может сократить выбросы углерода на целых 80% по сравнению с традиционным реактивным топливом, и для этого не требуются новые двигатели. Его можно использовать в модифицированных версиях существующих турбинных двигателей, готово для настоящего и будущего. Топливо, горящее при низкой температуре, также решает проблему сверхзвуковых полетов – накопление тепла. Меньше тепла означает меньшее расширение и сжатие корпуса самолета, что продлевает срок службы и повышает безопасность. Но есть одна загвоздка. Авиакомпании не в восторге от этой технологии. Некоторые пытаются это остановить. Можно было бы подумать, что авиакомпании будут в восторге от самолета, который сокращает время полета вдвое. Но за кулисами крупные традиционные перевозчики нервничают. Почему? Потому что сверхзвуковые самолеты нарушают все, на чем основана их бизнес-модель. Подумайте об этом.
Авиакомпании зарабатывают больше всего не на времени полета, а на объеме рейсов. Чем дольше вы находитесь в воздухе, тем больше они могут взимать за улучшение, питание, развлечения и варианты мест. Сверхзвуковые самолеты переворачивают это с ног на голову. Вы прилетаете, улетаете, и они теряют часы монетизируемого времени. Хуже того, эти самолеты не строятся Boeing или Airbus, обычными гигантами авиастроения. Они поступают от стартапов, которые хотят сдавать свои самолеты в аренду напрямую путешественникам, исключая традиционных посредников авиакомпаний. Это как если бы Uber полностью обошел компании такси. Это пугает перевозчиков. Так что же они делают? Активно лоббируют. Некоторые оказывают давление на правительство замедлить одобрение сверхзвуковых полетов. Другие тихо покупают доли в производителях САФ, контролировать доступ к топливу. Если они не могут контролировать технологию, они попытаются ее задержать. Но общественность уже мечтает о чем-то другом. Доступные, молниеносно быстрые билеты. Когда люди слышат слово «сверхзвуковой», они предполагают, что это очень дорого. И долгое время это было правдой. Билет на Конкорд мог стоить эквивалент более 12 тысяч долларов сегодня. Он был предназначен для рок-звезд, генеральных директоров и королевских особ, но следующее поколение сверхзвуковых самолетов нацелено на более низкие цены, гораздо более низкие. Компания Boom Supersonic пообещала, что Overture предложит цены бизнес-класса, а не тарифы для миллиардеров. Билет из Нью-Йорка в Лондон может стоить менее 4000 долларов, и это только начало. Как только начнет действовать эффект масштаба, эти цены могут снизиться еще больше. Как? Меньшие самолеты. Меньше экипажа. Меньше остановок для дозаправки. Больше прямых рейсов. И если САФ станет стандартом, страны могут даже субсидировать эти рейсы для продвижения экологически чистых путешествий. Некоторые компании даже говорят о сверхзвуковых абонементах на основе подписки, предлагая неограниченные полеты за фиксированную ежемесячную плату. Это звучит безумно, но это реально. И это означает, что это не игрушка для богатых. Это может стать новым стандартом. Единственная проблема – эти самолеты очень продвинуты, что большинство нынешних пилотов не квалифицированы для их управления. Управление сверхзвуковым самолетом не похоже на управление 737. Кабина заполнена новыми приборами, предсказательными системами ИИ и динамикой полета, как истребитель, чем коммерческий самолет. Пилотам потребуется новая подготовка, как подготовка астронавтов, чем на капитанов авиалиний. Время реакции должно быть быстрее. На скорости Мах 1.7 вы пересекаете целые штаты за считанные минуты. Одна ошибка в расчетах может быть фатальной. Визуальные подсказки за пределами кабины почти бесполезны из-за скорости. Поэтому пилоты сильно полагаются на датчики, наложение дополненной реальности и навигацию с машинной поддержкой. Некоторые системы управления даже имеют автономные защитные функции, что означает, что самолет может взять управление на себя в чрезвычайных ситуациях. И хотя это звучит безопасно, это вызвало огромные дебаты в мире авиации. Кто на самом деле контролирует, человек или код? Будущее полетов может потребовать от пилотов мыслить больше как программисты, чем как пилоты. И этот сдвиг уже вызвал тихий конфликт в авиационной индустрии. Сейчас идет битва, но не на взлетно-посадочных полосах. Она происходит в залах заседаний, правительственных офисах и аналитических центрах. Страны спешат возглавить возрождение сверхзвуковых полетов. США, Европа, Япония и даже Объединенные Арабские Эмираты все пытаются вырваться вперед. Тот, кто контролирует небо на скорости Мах-2, будет иметь не только экономическую мощь, но и геополитическое влияние. Речь идет не только о коммерческих рейсах. Сверхзвуковой транспорт имеет значительные военные приложения. Перевозка войск, медицинских припасов или разведанных через континенты менее чем за 2 часа. Это меняет правила игры. Поэтому даже когда частные компании стремятся к публичным полетам, правительства совместно инвестируют, держа в уме оборонную стратегию. Борьба не громкая, нет заголовков, но деньги тихо перемещаются, патенты покупаются, а торговые ограничения ужесточаются. Это тихая война за очень быстрое будущее. И если это будущее действительно наступит, изменится не только бизнес или политика, изменится ваша жизнь. Представьте себе, что вы бронируете спонтанную поездку на другой континент, так же, как вызываете Uber. Ужин в Париже, а затем возвращение вовремя, чтобы уложить детей спать в Чикаго. Новая эра сверхзвуковых полетов может сжать планету. Не метафорически, а буквально. Часовые пояса станут неактуальными. Глобальные карьеры, отношения и образ жизни изменится за одну ночь. Удаленная работа приобретет новый смысл, когда вы сможете летать из одного офиса в другой во время обеденного перерыва. Туризм взорвется.
Культуры будут смешиваться быстрее, но также возрастет и конкуренция. Глобальные таланты не будут иметь границ. Работа, которую вы считали безопасной, теперь может достаться тому, кто прилетит, выполнит ее быстрее и улетит. Эта технология меняет не только то, как мы путешествуем, она меняет то, как мы живем, любим и работаем. Но она также поднимает вопрос, который мы еще не задали. Если мир станет таким маленьким, имеют ли аэропорты вообще смысл? Сверхзвуковые самолеты быстры, но их создание — это только половина дела. Узкое место — аэропорты. Современные аэропорты учитывают медленные процессы. Длинные очереди на проверку безопасности, регистрации, пересадки, выходы на посадку. Сверхзвуковые путешествия не вписываются в эту систему. Они слишком быстрые, слишком точные, слишком отличные. Поэтому компании уже планируют мини-аэропорты. Представьте себе частные терминалы, автоматизированную посадку, биометрические сканирования идентификации и посадку с вылетом менее чем за 15 минут. Сверхзвуковым рейсам не нужны тысячи пассажиров в день. Им нужны только скорость и удобство. Некоторые даже представляют запуск с офшорных хабов или переоборудованные военные базы, чтобы обойти загруженное воздушное пространство. Начинаются странности. Одна компания уже строит плавучую платформу аэропорта у побережья Калифорнии специально для сверхзвуковых путешествий. Если это будет успешно, это может ознаменовать начало конца традиционной аэропортовой инфраструктуры. Что поднимает следующий вопрос. Если мы уже думаем настолько далеко вперед, будут ли это последние самолеты, которые нам когда-либо понадобятся? Некоторые инженеры считают, что эта новая волна сверхзвуковых самолетов может стать последней эволюцией традиционных авиаперевозок. После этого все становится странным. Мы говорим о суборбитальных ракетах для полетов от точки до точки, самолетах, покидающих атмосферу, воздушных такси с вертикальным взлетом и космических самолетах, которые могут пересекать полушария менее чем за 30 минут. SpaceX Илона Маска уже протестировала Starship для орбитальных миссий, но что, если версия этого корабля сможет перевозить гражданских лиц? Вы взлетаете из Техаса и приземляетесь в Шанхае до синхронизации часов. Сверхзвуковые самолеты, как Overture и преемники НАСА, могут связать сегодняшние авиаперевозки и будущее космических путешествий. Быстрые, бесшумные, используют полосы. Тем не менее, вся эта скорость, мощь и обещания имеют свою обратную сторону – шум. Каждые несколько десятилетий авиация получает символ будущего полетов. Большинство исчезает. Конкорд приземлен. Гиперзвуковые пассажирские мечты в основном мертвы. Так что же делает этот момент особенным? Во-первых, технологии наконец-то догнали мечту. Дизайн с поддержкой ИИ, устойчивые виды топлива, инженерия с низким уровнем шума. Ничего из этого не существовало во времена Конкорда. Кроме того, мир жаждет скорости. В эпоху мгновенности всего медленные путешествия становятся препятствием. Но да, риск все еще существует. Стартапы в области сверхзвуковых полетов сталкиваются с жесткими регламентами, высокими производственными затратами и скептически настроенной общественностью. Одна серьезная авария, один экономический спад, и весь проект может быть отложен на десятилетия. А как насчет сроков? Это амбициозно. Первый коммерческий сверхзвуковой рейс в этой новой волне еще через несколько лет. Так что ажиотаж реален, но также и технологии, что приводит к одному насущному вопросу у всех на уме. Компания Boom Supersonic заявляет, что Overture примет своих первых пассажиров к концу 2020-х годов. X-59 от НАСА начнет тестовые полеты раньше. Япония, Франция и несколько стран Ближнего Востока также разрабатывают свои собственные прототипы. Так что, в зависимости от того, где вы живете, вы можете сесть на сверхзвуковой самолет менее чем через 5 лет. Первыми будут бизнес-путешественники, VP-персоны, дипломаты и пассажиры с высоким уровнем дохода. Но эффект распространения будет быстрым. В течение десятилетия мы можем увидеть, как сверхзвуковые хабы начнут работать в крупных городах, таких как Майами, Дубай и Сингапур. Если все пойдет хорошо, обычный человек сможет летать из Сан-Франциско в Сидней менее чем за 4 часа по цене обычного билета бизнес-класса. И как только это произойдет, пути назад не будет, мир станет казаться намного меньше. Что подводит нас к последнему пункту? Это уже не только о путешествиях. Этот новый тип самолетов меняет не только то, как мы летаем. Он меняет то, как мы живем. Он переопределяет время, расстояние и человеческие связи. Границы становятся более размытыми. Отношения становятся крепче. Работа, отдых и глобальный опыт становятся мгновенно доступными. Более быстрый мир – это более маленький мир. И это имеет последствия. Культурный обмен ускорится. Экономики изменятся. Климатическая политика будет развиваться. Войны могут даже измениться, так как скорость станет оружием сама по себе.
Но прежде всего, возвращение сверхзвуковых полетов напоминает нам о том, что мы забыли. Будущее все еще может нас удивить. На какое-то время казалось, что авиация застряла. Те же аэропорты, те же самолеты, те же жалобы. Но теперь приближается что-то другое. Что-то обтекаемое, тихое и невероятно быстрое. Так что в следующий раз, когда вы смотрите в окно аэропорта, помните об этом. Самолет, который изменит вашу жизнь, уже строится.